Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю рецепт кукурузного хлеба на закваске Левито Мадре. Он получается очень вкусный, с очень интересной текстурой, поэтому пойдемте на кухню скорее и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Первым этапом, как обычно, нам нужно подкормить закваску и дождаться ее пика активности, потому что только активную закваску мы используем для приготовления теста для хлеба. В своих рецептах я использую итальянскую закваску Левито Мадре 50% гидратации. Подкармливаю я закваску по классической схеме. Я взвешиваю закваску, далее добавляю 50% от этого веса воды и 100% от этого веса муки. Далее вымешиваю тесто и оставляю при комнатной температуре. Через 4 часа у меня будет активная закваска, готовая к работе. Если у вас закваска слабая, либо молодая, то, возможно, вам потребуется немного больше времени до пика активности закваски. Вторым этапом нам нужно будет смешать 300 грамм кукурузной муки и 100 грамм пшеничной муки. В этом рецепте я использую кукурузную муку крупного помола. Можете использовать также поленту, либо кукурузную муку мелкого помола. Далее добавляем 300 мл воды. Перемешиваем до однородности. Накрываем эту смесь крышкой или пленкой и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. 2 часа прошло, посмотрите, как выглядит наша мучная смесь. Теперь добавляем в нее 100 грамм уже активной закваски. Кстати, этот рецепт вы также можете попробовать сделать с закваской 100% гидратации, но для этого вам, возможно, потребуется добавить 50 грамм пшеничной муки дополнительно. Вымешиваем тесто интенсивно до однородности. Посмотрите, вот такими движениями. Таким образом, закваска распределяется равномерно в тесте, и тесто обогащается кислородом. Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. Затем добавляем 8 грамм соли. Вновь хорошо перемешиваем. Тесто для этого хлеба будет не совсем обычное. Оно будет немного жидкое и со своей уникальной структурой. Все потому, что мы используем кукурузную муку. В ней нет глютена, поэтому такой эластичности и упругости, как у пшеничного хлеба и теста на пшеничной муке, не ждите. Но не переживайте, работать с этим тестом будет комфортно. После того, как тесто стало однородным, я его накрываю крышкой и оставляю на 40 минут. Через 40 минут мы будем делать первые складывания. Все как обычно. Мы берем с одного края теста и перекладываем на другой. Вот таким образом. Таких складываний я сделаю 4 раза с интервалом в 40 минут. Накрываю крышкой и оставляю на 40 минут. 40 минут прошло, делаю вторые складывания. Посмотрите, структура теста уже начинает меняться. А когда мы будем делать последнее складывание, вы удивитесь, она будет абсолютно другая.
И вновь я накрываю крышкой и оставляю на 40 минут. Теперь я делаю третье складывание. Посмотрите, все более и более структура становится эластичной и воздушной. Накрываю крышкой и опять оставляю на 40 минут. Теперь у нас последнее, четвертое складывание. Посмотрите, какое у нас тесто. Очень комфортное, приятное, воздушное. Теперь оставляю тесто буквально на 15 минут. В это время я подготовлю все, что нам пригодится для формовки теста. Нам нужна будет пергаментная бумага хорошего качества. Я ее смочила водой, немного смяла для того, чтобы она не заламывалась. В эту миску я буду выкладывать тесто на длительную холодную ферментацию в холодильнике. Вот наше тесто готовое. Вытаскиваем его из миски на рабочую поверхность. Присыпаем сверху кукурузной мукой и также пшеничной мукой. Распределяем муку по всей поверхности теста. И резким движением аккуратно переворачиваем тесто. Далее вручную или при помощи скребка сделайте 4 складывания как конвертик. Вновь присыпаем кукурузной мукой и пшеничной мукой. Аккуратно переворачиваем резким движением. Вновь присыпаем кукурузной и пшеничной мукой. Затем пекарную бумагу также присыпаем 2 видами муки. Подкручиваем тесто вручную, либо используя скребок, придаем ему форму шара. И перекладываем на пекарную бумагу. Если понадобится, дополнительно присыпьте тесто мукой, чтобы оно не прилипло к бумаге. Далее перекладываем тесто в глубокую миску, либо вы можете использовать форму для расстойки хлеба. Затем накрываем пленкой, либо убираем в пакет и убираем наше тесто на длительную холодную ферментацию в холодильник на ночь. На следующий день посмотрите, как выглядит наше тесто сразу же после того, как я его достала из холодильника. Оно явно увеличилось в объеме. Теперь займемся выпечкой хлеба. Для этого в духовку поставьте горшок для выпечки хлеба. У меня вот такой глиняный, при температуре 250 градусов Цельсия на 25 минут. Пока горшок нагревается, я присыплю вновь тесто немного мукой, опять же 2 видами. Обязательно разровняйте муку по поверхности теста. Я это, к сожалению, забыла сделать, но не переживайте, от этого вкус хлеба не испортился. Единственное, что эстетически так будет более красиво. Я еще сделаю небольшие фигурные надрезы. Если хотите, сделайте, если нет, то нет. Либо можете придумать свой вариант украшения.
Все по вашему желанию и по вашей фантазии. Теперь наш хлебушек готов к выпечке. 25 минут прошло, горшок для выпечки хлеба очень горячий. Я теперь аккуратно перекладываю в него тесто для нашего хлеба. Выпекать хлеб мы будем при той же температуре 250 градусов в течение 20 минут с закрытой крышкой. И далее понижаем температуру на 220 градусов и выпекаем еще 20 минут с открытой крышкой. Наш кукурузный хлеб готов. Посмотрите, какой он красивый, хрустящий, золотистый. Такой хлеб менее калорийный и в нем очень много витаминов, поэтому он прекрасно подходит для диетического питания. Теперь давайте посмотрим все-таки, какой он у нас внутри. Корочка хрустящая, довольно тонкая. Вы только посмотрите, какой он пористый, он весь воздушный внутри. Он прекрасно пропеченный, но посмотрите, что у него структура довольно плотная, не как у пшеничного хлеба. Этот хлеб я обожаю использовать для тостов и брускет. Он очень вкусный. Приятного вам аппетита, друзья, и как обычно, до новых встреч!